Журналист из The Insider перепубликовывает новости от Илона Маска. Маск объявил о запуске роботакси Tesla без лидаров в Далласе и Хьюстоне. О начале внедрения беспилотных такси в этих городах тех-компания сообщила 18 апреля. «Попробуйте Tesla роботакси в Далласе и Хьюстоне», написал Илон Маск в своем твиттере. X называется сейчас эта площадка. Проект роботакси Tesla развивался поэтапно. К началу 2026 года в Остине появились полностью беспилотные поездки для пользователей. Запуск в Далласе и Хьюстоне стал следующим этапом расширения проекта. Главное отличие Tesla в подходе. В то время как конкуренты используют лидары и заранее подготовленные карты, Tesla делает ставку на камеры с искусственным интеллектом. Однако эту технологию сложнее довести до стабильной и безопасной полностью автономной. Возможно, у кого-то возникли вопросы, как у меня, что это за интересные слова, лидары, и что за стабильность, и что там такого сложного, небольшая расшифровочка и по поводу слов, и по поводу того, что хочет внедрить Маск. На мой взгляд, довольно любопытный, довольно, как всегда, далекие горизонты пытается объять Илон. Лидары – это лазерные дальномеры, устройства, которые видят мир с помощью света, а не камер. Они испускают короткие лазерные импульсы, ловят отражение и по времени возврата вычисляют расстояние до объекта. Это позволяет строить точнее 3D-карты окружающего пространства с миллиметровой точностью. Что же может быть лучше, спросите вы. Что делает лидар? Он испускает лазерный луч, луч отражается от объекта, возвращается. Электроника измеряет время возврата, принцип time of flight. Из сотен тысяч таких измерений в секунду формируется облако точек, трехмерная модель сцены, где примеряются лидары, беспилотные автомобили и роботы, дроны и картография, геодезия, археология, метеорология, смартфоны и бытовая техника, роботы-пылесосы. Ну, собственно говоря, уже вроде как проверено. Ну, что же хочет Илон? Почему конкуренты используют лидары, а Tesla нет? Большинство компаний, это и Waymo, и Cruise, и Яндекс, и другие ставят лидары, потому что они дают стабильную геометрию сцены, даже в сложных условиях. Ночь, туман, естественно, встречный свет, лидар не угадывает, он измеряет расстояние напрямую. Tesla же делает ставку на камеры, как основной сенсор. Вроде же должно быть ненадежно. Нейросети, обученные на огромных массивах видеоданных, также используются. Предсказание поведения объектов, а не точное картографирование. Идея Теслы. Машина должна видеть как человек, то есть глазами, камерами и мозгом, искусственным интеллектом, без дорогих сенсоров и без зависимости от заранее подготовленных HD-карт. Ну, довольно смелое решение, если вы поняли, о чем речь идет, если понял я, то он пытается сделать машину думающей, то есть едва ли не с интуицией в определенном смысле. То есть она не просто фиксирует и по карте перемещается, как игрушечная машинка по заданному маршруту, а он хочет, чтобы она была готова, наверное, к каким-то нестандартным ситуациям, если я правильно это понимаю. И поэтому он делает камеру и обработку того, что происходило, и огромный массив знаний тех самых, как человеческий опыт, собственно говоря. Коротко, лидар — это лазерный сканер, создающий точную 3D-карту мира. Он дает геометрию, камеры дает визуальный контекст. Tesla пытается заменить геометрию предсказательной моделью искусственного интеллекта. Ну, достаточно любопытная новость, честно говоря. Мне показалось важным ее озвучить, потому что она часто встречается, ну, так или иначе, технический прогресс в делах, которые и рассматривать приходится, и озвучивать приходится, да, и криминальные дела. Это очень важная составляющая, потому что очень сильно помогает. Не говоря уже о том, что как-то была история, надо будет как-нибудь ее и перерассказать, наверное, еще раз, когда бывшая писательница в Соединенных Штатах Америки, она, используя механику генетического материала, помогала находить преступников, потому что полиция работает шаблонно. Ну, как пример, да, как вот можно иногда подходить и развивать в каком-то смысле, да, ту самую науку, двигать ее нестандартными путями. И она помогала полиции тем, что какая-то такая собралась у них инициативная группа, которые находили просто родственников. То есть полиция работает напрямую. Есть подозреваемый, есть некие следы, которые могли быть оставлены на месте преступления. Они налагаются одно на другое, он или не он преступник, и все. То есть надо найти сначала преступника, а потом уже перепроверить. А они шли по-другому, они, используя вот этот материал, они находили по этому материалу какого-нибудь человека, с которым это совпадало хотя бы дальними родственными связями. То есть, ну, а как этот материал находился, какого-то другого человека? Ну, просто сдавал какие-то данные, то есть, если он в какой-то базе оказывался, там, по-моему, вопросы тоже развития этой базы, кстати говоря, сейчас, ну, я давно не интересовался, но уже стояли эти вопросы, потому что это помогает
Это помогает идентифицировать неопознанные тела, допустим. Вот, короче говоря, они обращались к этим базам, находили какого-нибудь дальнего родственника, ну, ясно, что он родственник от преступника, и он мог жить где-то далеко. Они просто приезжали, проводили с ним разговор, а не знает ли он, может быть, кто-то из их семьи, там, дальний, ближний родственник, живет ли там-то. И вот так поступательно, разговаривая с людьми, они помогали приближаться к следствию, ну, что называется, с нестандартной стороны к какому-нибудь подозреваемому. Так что, друзья мои, технологии много где могут применяться, и криминал, и криминалистика, и различные истории, и true crime, они, конечно же, этим наполнены, и давайте тоже развиваться вместе с ними. Ну и плюс к этому, в принципе, да, где-то нам рассказывают о суверенитетах, о каких-то боевых действиях, Илон Маск нам рассказывает о машине, которая уже не просто фиксирует и двигается по карте, да, как нарисованная на карте, а которая думает, что-то вычисляет и принимает решения. Так что любопытно. Ну, амбиции у Маска всегда большие, что-то складывается, что-то получается, что-то не получается, но следить довольно любопытно. Если тоже любопытно, пишите любопытно, подписывайтесь и увидимся. Берегите себя, это самое главное.